Он был забыт системой, но космос не забыл его. Но однажды небо раскололось, и в него вошла она. Она не была спасенной, о которой я думаю. И тогда металл стал живым и выбрал их обоих. Теперь они не просто беглецы, они протеугроза для древних богов. На краю забытой галактики человек, которого давно вычеркнули из системы, продолжал жить среди холодного металла и тишины. На самом краю известного космоса, где навигационные карты превращались в шум, а звезды казались забытыми огнями прошлого, дрейфовала старая ремонтная станция под названием «Тихий порт». Она не значилась в официальных базах. Ее не обслуживали корпорации. Ее не защищал флот. Она просто существовала. Как шрам на теле Вселенной. Внутри станции жил один человек. Его звали Артем Волков. Когда-то он был инженером межзвездного флота. Лучшим из лучших. Тем, кто собирал двигатели, способные разрывать пространство. Тем, кому доверяли жизнь экипажей. Пока одна ошибка не перечеркнула все. Сбой в системе охлаждения реактора. Несколько секунд задержки. И корабль с экипажем исчез в плазменной вспышке. Официально Артем умер вместе с ними. Фактически его просто стерли. И он не спорил. Он ушел туда, где его никто не найдет. Теперь его жизнь состояла из металла, проводов и вечного гудения старых систем. И одиночества, которое перестает быть чувством и становится средой существования. В тот день станция вела себя как обычно, никак. Пока не заговорила. Сначала погасли мониторы. Потом ожили старые сенсоры, которые уже 10 лет показывали только статический шум. А затем пришел сигнал. Чистый. Невозможный. Артем поднял взгляд от рабочего стола. «Только не говорите, что у меня снова галлюцинации», — пробормотал он. Но пространство за пределами станции уже изменилось. На радаре появилась отметка. Объект входил в систему на скорости, которую не выдержал бы ни один стандартный корпус. Без сигнала. Без позывного. Без попытки маневра. Он падал. И он был живой в своей невозможности. Артем бросился к пульту управления. «Держись, кто бы ты ни был». Он активировал тяговые лучи вручную. Система заскрипела, будто сама станция не верила, что ее заставляют работать. Внешний экран вспыхнул. И в темноте космоса появился корабль. Не металлический. Не стандартный. Он выглядел так, будто его не построили, а вырастили. Золотые линии обвивали корпус, как сосуды живого организма. Свет пульсировал внутри структуры, словно корабль дышал. «Это невозможно», — прошептал Артем. Корабль не отвечал на запросы. Не пытался стабилизироваться. Он просто входил в док. Слишком точно. Слишком осознанно для аварийного объекта. Удар. Стыковка прошла на грани разрушения, но магнитные захваты удержали корпус. На секунду наступила абсолютная тишина. А потом шлюз открылся. И вместе с ним пришел запах. Озон. Металл. И кровь. Артем напрягся. Из тумана аварийного освещения появилась фигура. Женщина. Но не человеческая в полном смысле этого слова. Ее кожа отливала медным светом, будто в ней текли частицы звезд. Длинные волосы, похожие на тонкие энергетические нити, слегка парили в невесомости. А глаза янтарные, глубокие, как горящие ядра планет.
На ней был доспех. Но доспех был сломан. Он двигался сам по себе, словно не хотел умирать. Помощь. Ее голос был тихим, но в нем не было слабости. Только приказ, который перестал быть полным. Артем замер. Он должен был задать сотню вопросов. Но вместо этого просто сказал: «Ты в безопасности, пока я здесь». И это стало началом того, чего он еще не понимал. Он подхватил ее, помог дойти до технического отсека. Доспех реагировал на его прикосновение странно, будто изучал его в ответ. «Отлично, теперь у меня еще и живое железо», — буркнул он. Женщина подняла взгляд. «Ты касаешься Кайрена, и он не отвергает тебя». Артем усмехнулся. «Я касаюсь всего, что пытается сломаться. Это моя работа». Но внутри него что-то дрогнуло. Доспех был не просто броней. Это было нечто живое. Система, связанная с носителем глубже, чем любая нейросеть. Когда он вскрыл поврежденную панель, металл внутри напоминал сеть сосудов. Он замер. Это не технология, это организм. Женщина молчала. Потом тихо сказала: «Это наследие крови». И в этот момент станция снова подала сигнал тревоги. Но уже не внутренний. Снаружи. Артем повернулся к экрану. И увидел их. 3 сигнатуры. Потом 10. Потом целый флот, выходящий из гиперпространства. Женщина закрыла глаза. Они нашли меня. Артем медленно выдохнул. Кто? Она посмотрела на него. И впервые в ее взгляде появилась не гордость, а усталость. Те, кто считают меня своей собственностью. Станция «Тихий порт» впервые за долгие годы услышала войну. А Артем Волков впервые понял, что его одиночество закончилось не потому, что кто-то пришел, а потому что пришло нечто, из-за чего нельзя остаться прежним. И в глубине поврежденного доспеха что-то тихо откликнулось на его кровь. Но однажды из глубин космоса пришло то, что не должно было существовать. Межживое оружие древней крови. Станция дрожала так, будто сама старалась проснуться от долгого сна. Артем стоял у панели управления и смотрел на красные сигналы, которые росли один за другим. Флот приближался слишком быстро. Слишком уверенно. И это означало одно — они не искали. Они уже знали, где она. Женщина, которую он едва успел спасти, медленно поднялась с диагностического стола. Ее доспех шевелился. Не как металл. Как живое существо, которое чувствует угрозу. «Они не остановятся», — сказала она спокойно. Артем бросил взгляд на экран. «У меня станция размером с мусорный контейнер на окраине галактики. Чем я их должен остановить? Добрым словом». Она подошла ближе. И впервые он почувствовал странное давление в воздухе. Будто сама реальность вокруг нее становилась плотнее. «Твое слово ничего не изменит, инженер». Он усмехнулся. «Артем». Пауза. «Артем Волков». Она повторила, будто пробуя звук. «Артем». И в этот момент доспех за ее спиной дрогнул. Одна из пластин оторвалась и медленно поплыла в воздухе, словно живая. Артем инстинктивно протянул руку. «Не трогай», — резко сказала она. Но было поздно. Его пальцы коснулись металла. И мир взорвался светом. Он не почувствовал боли. Только поток. Информация. Энергия. Чужое сознание. Перед глазами вспыхнули образы. Огромные города из света. Армии в золотых бронях. Небо, разорванное войной. И сущность, связанная с этим доспехом глубже, чем жизнь. А потом голос. Не человеческий. Не механический. Но живой.
Признание обнаружено. Симбиоз возможен. Артем резко отшатнулся, хватая воздух. Что это было? Женщина смотрела на него так, будто впервые видела. Кайрен, он тебя услышал. Кто такой Кайрен? Она медленно опустила взгляд. Это не оружие. Это наследник. Живой защитник нашей крови. Артем вытер руку. На коже остался слабый золотой след. Он не исчезал. Отлично, выдохнул он. Теперь у меня на руке инопланетная татуировка, которая появилась сама. Женщина не ответила. Потому что в этот момент станция снова завыла тревогой. Но теперь звук был другой. Ближе. Гораздо ближе. На внешних камерах появились корабли. Их было не 3. Не 10. Сотни. Они выходили из гиперпространства идеально синхронно, как единый организм. Женщина закрыла глаза. Совет пришел. Артем резко повернулся. Совет. Те, кто создали меня, и теперь хотят уничтожить за то, что я нарушила порядок. Он посмотрел на нее. «И что ты сделала?» Она молчала секунду. «Я выбрала свободу». Тишина. А потом взрыв ударил по щитам станции. Металл застонал. Свет мигнул. Артем схватился за консоль. Щиты на 20%. Еще 2 удара, и мы станем космической пылью. Женщина шагнула вперед. И ее доспех вспыхнул золотым светом. Но теперь он был нестабилен. «Кайрен поврежден», — прошептала она. Артем посмотрел на доспех. И вдруг понял. Он питается от станции. Она кивнула. И от меня. Он выругался. Отлично. Значит, у нас ситуация. Живой броне нужен реактор, станция умирает, а снаружи армия психов, которые хотят тебя вернуть. Она посмотрела на него. И вдруг тихо сказала. И ты. Что я? Теперь ты тоже часть связи. Артем замер. Я механик. Я чиню вещи. Я не становлюсь частью, чего бы это ни было. Она подошла ближе. Ты уже стал. И в этот момент он почувствовал это снова. Тепло в руке. Знак. Связь. Будто что-то внутри него просыпалось. Следующий удар пришел сильнее. Станция застонала. Одна из секций вспыхнула и начала разрушаться. Артем быстро активировал аварийные протоколы. Ладно, если вы хотите войну, получите войну. Он включил старые боевые системы станции. Турели ожили. Но их было мало. Слишком мало. Женщина смотрела на него. Ты не обязан умирать здесь. Артем усмехнулся. Поздно. Я уже полез в твой доспех рукой. Это, кажется, судьбоносная ошибка. Она впервые почти улыбнулась. Это не ошибка. Пауза. Это выбор. И в этот момент Артем почувствовал. Связь усилилась. Он видел ее глазами. Чувствовал ее дыхание. Ее боль. Ее страх. И ее силу. Ты тоже это чувствуешь? Спросил он. Да, ответила она. Союз начался. За иллюминаторами вспыхнули первые залпы. Космос загорелся. И станция «Тихий порт» перестала быть просто обломком на краю галактики. Она стала полем боя. Станция перестала быть машиной. Она стала существом, которое выбрало своего носителя. Станция больше не была тишиной. Она стала криком металла. Взрывы снаружи били по корпусу один за другим, и каждый удар отдавался внутри, как удар по костям.
Артем стоял у главной консоли, его пальцы дрожали, но не от страха, а от того, что происходило с ним внутри. Связь. Она росла. Становилась глубже. Будто кто-то протягивал нити между его сознанием и чем-то древним, чужим, живым. Женщина стояла рядом. Ее доспех светился неровно, как умирающая звезда, которая все еще пытается гореть. «Они пробивают щиты», — сказал Артем. «Я знаю», — спокойно ответила она. «И ты так спокойно это говоришь?» Она посмотрела на него. «Потому что страх ничего не меняет». Он коротко усмехнулся. «Отлично. У меня тоже есть философия. Обычно она звучит как «не умирать». Но даже его сарказм звучал иначе теперь. Будто что-то внутри него слушало не только слова. В этот момент доспех на ее теле резко дернулся. Одна из пластин раскрылась. И Артем снова увидел это, живую структуру внутри. Не металл. Не машина. Сеть, похожая на нервную систему. Она пульсировала. И реагировала на него. «Он зовет тебя», — сказала она тихо. «Кто?» «Кайрен». Артем медленно поднял руку. «Если он снова попытается залезть мне в голову, я официально обижусь». Но он все равно сделал шаг ближе. И коснулся доспеха. На этот раз не было взрыва. Была тишина. Глубокая. Космическая. И в этой тишине он услышал голос. Но теперь он был яснее. Почти человеческий. Ни страх. Ни боль. Связь. Артем выдохнул. «Ладно, ты определенно необычная броня». Перед глазами снова вспыхнули образы. Но теперь они были другими. Он видел не войну. Он видел рождение. Миры, где доспехи росли вместе с людьми. Где металл был живым партнером, а не инструментом. Где связь была честью. И любовью. Он резко отдернул руку. Это слишком. Женщина внимательно наблюдала за ним. Ты выдержал больше, чем любой чужак. Я не чужак, буркнул он. Я вообще должен был быть где-то далеко отсюда и чинить старые двигатели, а не общаться с космическими симбионтами. Она подошла ближе. И впервые в ее голосе появилась мягкость. Но ты здесь. Пауза. И он выбрал тебя. Снаружи раздался новый удар. Станция накренилась. Гравитация на секунду сбилась, и Артем едва не упал. Щиты падают до критического уровня. Крикнул он. «Тогда мы активируем Кайрен», — сказала она. Артем резко обернулся. «Активируем». Он же почти мертв. Она подняла руку и медленно сняла часть доспеха. Под ним светилась живая структура. Он не мертв. Он спит. Артем нахмурился. «И как мы его разбудим?» Она посмотрела прямо на него. «Через тебя». Тишина стала тяжелой. «Отлично», — сказал Артем. «Конечно, через меня. Почему бы и нет? Я же универсальная зарядка для инопланетных древних артефактов». Но она не улыбнулась. «Твоя кровь уже соединилась с ним». Он замер. Это было случайно. В нашей культуре случайностей нет. Она протянула руку. «Дай мне доступ». Артем колебался. Снаружи корабли Совета уже формировали новый залп. Станция не выдержит второго. Он выдохнул. «Если я умру, я вернусь и лично сломаю тебе доспех». «Если ты умрешь», — тихо сказала она, — «я умру с тобой». Пауза. И он кивнул. Она коснулась его груди. И мир взорвался светом. Но теперь это был не хаос. Это был поток. Чистый. Синхронный.
Глубокий. Артем почувствовал, как его сознание расширяется. Он видел станцию как живое существо. Каждую систему. Каждый поток энергии. Каждый импульс. И он понял, он может управлять этим. Не кнопками, а мыслью. «Это безумие», — прошептал он. «Это союз», — ответила она. И в этот момент Кайрен проснулся. Станция вздрогнула. И замерла. А потом металл начал меняться. Панели раскрылись, как крылья. Энергия потекла по корпусу золотыми линиями. Станция перестала быть станцией. Она стала организмом. Живым. Слышащим. Отвечающим. Артем стоял в центре этого всего. И чувствовал, как система слушает его. «Я управляю этим», — сказал он. «Нет», — ответила она. «Ты и есть это». Снаружи флот открыл огонь. Но первый залп не достиг станции. Он остановился в воздухе. Будто сама реальность изменила правила. И затем ответ пришел. Станция ударила в ответ. И космос вспыхнул. И когда древние создатели вернулись, чтобы вернуть свое, сама реальность начала трескаться. Космос больше не был пустотой. Он стал полем света и огня. Сотни кораблей Совета окружали станцию, но теперь они уже не были охотниками, они стали свидетелями того, чего не должно было существовать. Живой станции. И человека, который управлял ею так, будто она была частью его тела. Артем стоял в ядре управления. Но теперь и ядро было не комнатой. Оно было внутри него. Каждый импульс энергии он чувствовал как собственный пульс. Каждое движение кораблей врага как раздражение в нервной системе. «Это невозможно», — прошептал он. «И все же происходит», — ответила она рядом. Ее голос звучал спокойно, но в нем впервые появилась надежда. Первый удар Совета пришел как волна света. Но станция не дрогнула. Она ответила. И пространство между кораблями вспыхнуло золотыми линиями, словно сама реальность была переписана. «Я не нажимал ничего», — сказал Артем. «Ты и не должен», — ответила она. «Теперь станция слушает твой выбор». Вражеские корабли начали перестраиваться. Они поняли. Это уже не оборона. Это пробуждение. И тогда Совет сделал то, чего не делал тысячелетиями. Они открыли полный боевой режим. Сотни энергетических копий ударили одновременно. Пространство закричало. Но в этот момент внутри станции что-то изменилось. Кайрен открылся полностью. Станция засияла. Не светом, а жизнью. Каждый коридор стал частью единого организма. Каждая турель — глазом. Каждый реактор — сердцем. Артем видел все. Сразу. Одновременно. И он больше не разделял себя и станцию. «Я чувствую их всех», — прошептал он. «Это и есть Кайрен», — сказала она. «Он не оружие. Он восприятие». И тогда Артем сделал выбор. Не приказ. Не команду. Выбор. Хватит. Одно слово. И станция ответила. Золотой импульс прошел сквозь пространство. Не взрыв. Не разрушение. Отключение. Корабли Совета начали гаснуть один за другим. Их системы просто перестали существовать в этом пространстве. Будто кто-то выключил саму войну. На мостике наступила тишина. Артем стоял неподвижно. «Я не убила их». Она посмотрела на него. И впервые в ее глазах появилось что-то похожее на уважение. «Нет». Пауза. «Ты остановила их». Но тишина длилась недолго. Потому что в глубине пространства что-то проснулось.
Сигнал. Старый. Древний. Не принадлежавший ни Совету, ни ей. Артем почувствовал это первым. Это еще не конец. Она кивнула. Это начало настоящего. И тогда пространство разорвалось. Из гиперпространства вышел флот. Но не такой, как раньше. Он был древнее. Идеально организованный. И абсолютно безжалостный. «Это не Совет», — прошептала она. «Тогда кто?» — спросил Артем. Она медленно ответила. «Те, кто создали Совет». Тишина. И впервые Артем понял. Все, что они пережили до этого момента, было только испытанием. Флот открыл огонь. И на этот раз станция не успела ответить сразу. Но даже после войны они нашли не конец, а начало нового мира, где выбор стал сильнее судьбы. Первый удар древнего флота не был похож ни на что из прошлого. Он не разрушал. Он стирал. Слои реальности дрогнули, будто сама ткань космоса начала распадаться под давлением чужой воли. Артем почувствовал это сразу. Не глазами. Не приборами. Всем существом. Они другие, выдохнул он. Женщина стояла рядом, и впервые ее уверенность дала трещину. «Это древние архонты», — тихо сказала она. «Истоки нашего совета». Станция дрожала. Кайрон, который недавно казался живым богом металла, теперь словно замолчал. Его свет стал тусклее. Связь ослабла. Артем стиснул зубы. «Ты же говорил, что мы одно целое, почему ты молчишь?» И в ответ тишина. Второй удар пришел ближе. Щиты станции начали исчезать слоями, будто их никогда не существовало. «Мы не выдержим», — сказала она спокойно. Но Артем впервые не услышал в ее голосе страха. Только принятие. Он закрыл глаза. И вдруг понял. Проблема была не в силе. И не в оружии. А в выборе. «Кайрон», — прошептал он. И впервые не как инженер. А как часть. «Если ты живой, значит, ты можешь слышать». И тогда случилось невозможное. Станция ответила. Но не светом. И не оружием. А голосом. Глубокий. Многослойный. Древний. Он слышит. Он выбирает. Он живой. Артем открыл глаза. «Хорошо, тогда слушай меня». Пауза. «Я не солдат. Я не бог. Я не ваш наследник. Я просто человек». И в этот момент что-то изменилось. Космос замер. Даже флот архонтов остановился. Артем сделал шаг вперед. «И я выбираю, чтобы вы прекратили». Свет вспыхнул. Но не взрывом, а расширением. Кайрон пробудился полностью. И впервые его форма стала видимой не только как энергия станции, но как структура самого пространства. Живой узор, охватывающий флот, как сеть света. Архонты попытались атаковать. Но их импульсы растворялись, не доходя до цели. Будто сама реальность отказывалась их принимать. Женщина посмотрела на него. «Ты не активировал оружие». Артем ответил тихо. «Я не хотел войны. Я просто сказал, хватит». И это изменило все. Флот архонтов начал гаснуть. Не уничтожаться, а исчезать. Словно их существование было временно отменено. И затем наступила абсолютная тишина. Станция больше не дрожала. Кайрон больше не был ранен. И война закончилась так же внезапно, как началась. Женщина медленно сняла шлем. И впервые Артем увидел не воительницу, а уставшую душу, пережившую эпохи. «Ты стал тем,
«Кого мы не ожидали», — сказала она. Артем усмехнулся устало. «Я все еще механик. Просто с очень плохой карьерой». Она впервые улыбнулась по-настоящему. Космос вокруг начал меняться. Руины миров, разрушенные ранее, начали медленно восстанавливаться. Будто сама реальность получила шанс на новый выбор. И тогда Кайрен заговорил в последний раз. Не конец. Продолжение выбрано. Союз подтвержден. Носитель принят. Артем посмотрел на нее. Значит, все. Она покачала головой. Нет. Пауза. Теперь мы не беглецы. Мы основа нового цикла. Он посмотрел на звезды. И впервые они не казались холодными. Где-то далеко возник новый мир. Чистый. Не тронутый войной. И корабль медленно повернул туда. Женщина встала рядом. Ты все еще можешь вернуться к своему виду. Артем посмотрел на нее. Потом на знак на своей руке. И ответил. У меня уже есть свой вид. Корабль вошел в свет нового мира. И в этот момент галактика впервые за долгое время перестала бояться. Потому что появился союз, который не строился на власти. Не на крови. А на выборе. И где-то глубоко внутри живой брони снова тихо билось одно слово. Дом.